Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я хочу напомнить вам, чтобы вы заглядывали в плейлисты, которых на канале очень много. Узорчиков очень много, и чтобы вы не растерялись, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Так что гуляйте по каналу, заглядывайте в плейлисты, выбирайте узорчики и вяжите с удовольствием. Я сегодня к вам вот с такими интересными ниточками, с ними мы уже работали, и с новым узорчиком. И сразу же акцентирую ваше внимание. Вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я, а любую, какая у вас есть. Потому что узорчики, в принципе, все универсальные, подходят под любую пряжу. Самое главное, правильно подобрать крючок. Итак, а я рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Кто уже работал с ними, пишите в комментариях ваши отзывы. Смотрите, называются они Визель Rainbow Angora. Такого вот интересно секционного окрашивания, видите, от темно такого розового к светло-бледно-розовому, и даже есть беленький. Цвет, смотрите, какой. 0,4 на камеру передается так, как он есть на самом деле. Что за ниточки это? Это 100 грамм, получается, 550 метров. Так, смотрим состав. 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Вот такие вот интересные, можно сказать, даже зимние ниточки. Итак, нам советует производитель. Берите крючок спицей 5-6 мм. Но, ребята, девчата, я попробовала связать крючком номер 3. У меня, в принципе, все получилось. Мне результатом я довольна. Поэтому я остановлюсь на крючке номер 3. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже. Подбираете крючок под свою плотность, под свой узорчик, под рекомендации производителя, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов, это будет 30 воздушных петелек. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Особенно для новичков рекомендую следующий ряд сделать вспомогательным. Нам необходимо будет пропускать много воздушных петелек, но чтобы вы не запутались, мы провяжем столбики с накидом, в столбиках вы точно не запутаетесь. Угу. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем тоже столбик с накидом. И так мы шагаем по всем петелькам нашей цепочки и провязываем столбики с накидом и сами себя контролируем. Количество, получается, столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочке. То есть, если у меня 31 воздушная петелька, значит, должен получиться 31 столбик с накидом. То есть, ничего сложного. Вы точно так же проверяете у себя, больше или меньше вы набрали. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это тоже имитация столбика с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно, да, до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, наши столбики готовы. Так, теперь можем и приступать к нашему узорчику. Итак, смотрите. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида. Будьте внимательны. Теперь смотрите. Мы, получается, один столбик пропускаем, а в следующий столбик беремся за верхушку, вытягиваем ниточку и провязываем. Смотрите. 2 петельки, стоп. 2 петельки держим на крючке. 2 накида. Смотрите.
В следующий, получается, столбик верхушку нырнули, вытянули ниточку и провязываем точно так же. 2 петельки и стоп. Теперь у нас 3 петельки на крючке. 2 накида и третий раз точно так же делаем. Теперь в следующий столбик ныряем. Оп. То есть все 3 столбика по порядку. 2 петельки, стоп. Теперь у нас 4 петельки на крючке. И эти 4 петельки провязываем вместе. Оп. Видите? Вот такая вот как бы лапка, метелочка смотрит вниз. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаемся опять к нашему ряду. Один столбик пропускаем и в следующий столбик провязали столбик без накида. Как вам? Дальше идет повторение. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Один столбик пропускаем, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 петельки, стоп, держим на крючке. 2 накида, в следующий столбик опять нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, аккуратненько, 2 петельки, стоп, 3 петельки держим на крючке. И третий раз 2 накида, в третий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, 4 петельки на крючке, провязываем все вместе за один раз. Оп. Опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опускаемся к нашим столбикам. Один столбик пропускаем, в следующий опять столбик без накида. И у нас получается как бы вот такие вот большие арочки, да, и в них вот такие вот метелочки. Большая арочка, и в ней вот такая метелочка. Ну, кто как назовет. Угу. Все, и вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что не сложно, вы справитесь. Давайте, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, какая у нас выходит картина по итогу, как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, после нашей последней лапки делаем 5 воздушных петелек. Опять же, пропускаем один столбик, и вот у нас 3 петельки подъема. В третью петельку подъема нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Так? Итого 5 получается воздушных петелек. А теперь смотрите, наша с вами задача нырнуть в арочку и провязать столбик без накида. Есть. Воздушная петелька. Пропускаем нашу лапку и в следующую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Теперь 2 накида. И вот у нас получается между нашими воздушными петельками, помните, был столбик без накида. Вот мы сюда ныряем в него же и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька. Опять смотрите, вот перед лапкой нырнули в арочку, столбик без накида. Воздушная петелька. После лапки в арочку нырнули, столбик без накида. Воздушная петелька, 2 накида. И получается ныряем в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с 2 накидами. То есть мы с вами, получается, если так вот посмотреть зрительно, выпрямляем высоту краешек нашего, получается, ряда. Видите? То есть он у нас был волнистый, вот такие вот большие волны были. А наша с вами задача сейчас просто аккуратненько выпрямить. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца. Вот такие вот у нас получаются лапки, да, в разные стороны смотрят. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот, получается, сделали в последнюю арочку из воздушных петелек столбик без накида, воздушная петелька, 2 накида, и опускаемся в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с 2 накидами. Все, ряд наш закончен. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. 2 накида. Ныряем вот в эту арочку из одной воздушной петельки и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки и потом все вместе провязали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите. Вот у нас получается над нашей вот этой вот лапкой, да, мы делали одну воздушную петельку между столбиками без накида. И вот в эту арочку нырнули и провязали столбик без накида.
5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь смотрите внимательно. 2 накида. Так, вот, смотрите, у нас были воздушные петельки, столбик с 2 накидами, воздушные петельки. Такая вот зрительная лапка формируется, да? Вот в эту арочку вначале мы нырнули, оп, и провязываем столбик с 2 накидами, но не полностью. 2 петельки, стоп. 2 петельки на крючке. А теперь смотрите, 2 накида, но мы беремся не за верхушку столбика, а вот так вот его захватываем сзади наперед, как мы захватываем рельефные столбики. Вытягиваем ниточку и вот теперь провязываем 2 петельки, стоп. 3 петельки на крючке. 2 накида и за этим столбиком в следующую арочку нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. И теперь все 4 петельки провязываем вместе. Оп. Угу. Как вот эта же лапка в самом первом ряду, только здесь у нас получается центральная наша вот это вот будет как бы столбик, наша лапка, да, рельефным столбиком, лицевым провязано с 2 накидами. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И вот у нас получается над нашей лапкой предыдущего ряда, вот, арочка из одной воздушной петельки. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. То есть получается, мы с вами повторяем самый первый ряд, вот наши лапки, да, вот наши арочки, только в шахматном порядке, и одна из лапок будет рельефным столбиком представлена. То есть все то же самое, единственное, что вот он рельефный столбик. Итак, повторим. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Центральный столбик. Получается, перед ним в арочку 2 накида, провязываем столбик с 2 накидами, но не полностью. 2 петельки, стоп. 2 накида, вот наш центральный столбик, провязываем его рельефным лицевым столбиком с 2 накидами, но тоже не полностью. 2 петельки, стоп. 2 накида и за столбиком в арочку ныряем и провязываем точно так же. Столбик с 2 накидами, 2 петельки, стоп. И теперь 4 петельки провязываем вместе. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся. Вот, помните, у нас была лапка, над лапкой арочка из одной воздушной петельки. Оп, столбик без накида. Понятно? То есть, если внимательно посмотрите, вот мы повторяем точь-в-точь наш первый ряд, просто в шахматном порядке, и центральный столбик у нас рельефный. Все. Давайте до конца ряда провяжем самостоятельно, и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, красота наша растет. Вот наши вот такие вот волны формируются, да? И как мы заканчиваем ряд. Вот получается, провязали последнюю арочку. Теперь 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида. Вначале мы ныряем вот нашу арочку, так? И провязываем в нее столбик с 2 накидами, но не полностью. Опять 2 накида. И помните, мы здесь делали 4 воздушные петельки и 1 воздушную петельку по узорчику. Так вот, отсчитываем 4 петельку. Раз, два, три, 4. И в 4 петельку мы ныряем и провязываем столбик с 2 накидами не полностью. Так, теперь 3 петельки вместе. Оп, все. На этом наш ряд закончен. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И сразу же в арочку ныряем и провязываем еще один столбик без накида. Воздушная петелька, 2 накида. Опять опускаемся вот к столбику без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с 2 накидами, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька, вы вспоминаете, да? Вот наша лапка. Перед лапкой в арочку провязали столбик без накида. Воздушная петелька и сразу же за лапкой в арочку столбик без накида. Воздушная петелька и опять 2 накида и провязываем к столбику без накида предыдущего ряда столбик с 2 накидами. Мы таким образом опять выравниваем, видите, краешек нашего ряда. То есть он был у нас волнистый, теперь опять будет прямой. Поняли, да? То есть повторяем второй ряд, который мы провязывали уже с вами. Угу. Выравниваем краешек. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся.
Так, смотрите, растет наша красота. Так, и получается, как я закончила ряд, вот у меня арочка, я в нее провязала столбик без накида. И помните, мы провязывали, получается, 4 петельки подъема и столбик с двумя накидами. Вот я за верхушечку провязала точно так же столбик без накида. Теперь смотрите, воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Далее идут 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. 2 накида. И смотрите, опять провязываем практически точно так же, как мы провязывали с вами. Смотрите, в первую арочку нырнули, провязали столбик с двумя накидами не полностью. Так, 2 накида здесь в этом случае. Получается, мы будем провязывать центральный столбик, вот верхушку столбика, не рельефный, а в верхушку столбика. Угу. 2 петельки, стоп, 2 накида и опять следующая арочка после центрального столбика, 2 петельки, стоп, 4 петельки провязываем вместе, 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5 и опять опускаемся вниз. Получается, вот у нас над нашей лапкой была арочка из воздушной петельки и в нее провязываем столбик без накида. То есть сейчас вы провязываете точь-в-точь самый-самый первый ряд. Поняли? То есть все, мы провязали с вами вертикальный раппорт узорчика. Он у нас получается раз ряд, потом мы выравниваем 2, потом опять волны 3 ряд и выравниваем 4. Дальше опять начинается раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4. Внимательно посмотрите, мы только в третьем ряду центральный столбик, вот этот вот, да, в нашей лапке провязываем рельефным столбиком. Понятно? То есть получается в первом и далее потом в пятом мы будем провязывать не рельефными, а обычными столбиками. Угу. Вот. И все. То есть получается дальше идет только повторение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для тех, кто умеет вязать по схемкам, схемку я сюда прикладываю. Посмотрите внимательно. Отметьте для себя, в каких рядах рельефный столбик провязывается, да, центральный, а в каких его нету. И те, кто не умеет вязать по схемкам, мы уже с вами все провязали. Посмотрите внимательно, где какой элемент, где отмечаются воздушные петельки, где столбики с двумя накидами, где столбики без накида, где рельефные столбики. Вы все поймете. Вы поймете, что так легко можно читать схемки. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Я хочу в свою очередь посмотреть, как у меня будет переходить ниточка. Я взяла ниточку из центра, и там интересно, когда закончится темный цвет и когда начнется переходить в светлый. Угу. Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? У вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу у меня красота из ромбиков. Таких вот интересных получается. И у нас, смотрите, одни ромбики, вот такие вот ромбики обычные, да? А следующие ромбики вот с рельефным столбиком. Поняли, да? Вот. Захотите, можете, конечно, все сделать с рельефными столбиками. То есть на ваше усмотрение. И из-за того, что рельефные столбики, появляется лицевая сторона и изнаночная. Да? То есть это получается автоматически становится изнанкой, а это лицевой стороной, потому что здесь рельефный лицевой столбик. Вот. Угу. Что вы думаете? Ждала, когда поменяется цвет, но цвет данной пряжи меняется очень долго. И видите, такой темно-темно-розовый, потихоньку все светлее, светлее, светлее. Ну, в следующем узорчике посмотрим уже светло-розовый и, возможно, беленький, да? Вот такая красота. Смотрите, вот так вот вообще не тянется. Вообще. А вот так вот тянется, видите? То есть примите себе на заметочку, что будете вязать таким узорчиком. Ну, конечно, в первую очередь из данной пряжи в голову идет только лишь палантин, да? Ну, естественно, что могут быть шарфики, это могут быть какие-то легкие накидочки. Если это будет летняя пряжа, пробуйте вяжите из любой пряжи, то это будут очень интересные рельефные ажурные маечки, топики, да? Вы можете этот элемент взять себе в юбочку, например. Почему бы нет? Летняя кофточка, летний кардиганчик, или коротенький ли в пол ли, очень будет шикарно смотреться. Обязательно попробуйте из толстой пряжи очень интересные шарфы с нудой. Почему бы и нет, да? Жилеточка тоже будет такая интересная. Ну да, дырявчатая, но интересная для декора, да? Давайте замерим нашу красоту. Я сегодня набирала 31 воздушную петельку. Если, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, то у меня это получается вот 15 сантиметров. И тут у нас получается каждый ряд, да, вот эти вот треугольнички-то, ряд. И еще помните столбики без накида. То есть треугольник это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Так. И потом, получается, закончила я, видите,
15. Очень просто заканчивается. Там, где воздушная петелька, столбик с накидом. Там, где столбик, тоже столбик с накидом. Все. Так, и у нас наборный 16. Так, сколько в данном случае получается? 14 с половинкой. То есть практически квадратик, да? Вот такая красота. Как вам? Кто-нибудь вязал данным узорчиком? Если вязали, рассказывайте, что вязали, какой пряжи, что у вас получилось, сколько пряжи ушло, да? Если не вязали, подбрасывайте идейки в комментарии. Тоже будет интересно прочитать, что интересно можно связать. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите и вяжите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока. Yeah.